Единички первого варианта «Привет». Итак, сегодня посмотрим негатив, как снять и откуда он взялся. Итак, давайте начнем наш расклад. Итак, единички. Первый у нас вопрос, что за негативное влияние на тебе есть. Ну, тут, знаешь, по картам это не какая-то чужая порча, нет. Тут, знаешь, твоя привычка держать себя вот в узде, да, в ежовых рукавицах, и при этом на месте зависать. Ты тащишь, там зубы стискиваешь, улыбаешься, а внутри все вот, как сказать, перевернуто. Ты не просишь, не говоришь, не меняешь, ты терпишь. И сама себя ставишь на паузу, вот прям так. Ты видишь, что что-то давит, да? Но решаешь перетерпеть, и так каждый день. В итоге вот энергия твоя идет не на полезные дела для тебя, да? Она уходит на постоянное удержание, на контроль, я бы сказал. На выносливость на твою, вот эту молчаливую. Ты не болеешь вот этими спектаклями, да, и не кидаешься в драмы. Нет, ты просто себя глушишь. Вот ложишься спать, голова тяжелая. Встаешь, вроде спала нормально, да, а вот напряжение есть. И дела копятся, и разговоры копятся, и решения копятся. И ты все откладываешь, как будто ты в ожидании какого-то эфемерного сигнала от кого-то. И так у тебя во всем. На работе лишнее берешь, потому что можешь, да, потому что. Дома делаешь то, что никто не делает, потому что если не ты, то кто? В отношениях вот это мелкое неуважение ты проглатываешь, потому что лодку качать не хочешь. Ты сильная, да, но сила уходит у тебя не туда. Она уходит в это удержание и молчание. А потом ты удивляешься, почему ты вымотана, хотя вроде вот ничего страшного не было. Ну, потому что ты живешь в режиме постоянного напряжения. Вот это и есть негатив на тебе. Это не с глаз, не какая-то чужая грязь. Нет, это твоя внутренняя связка такая «держусь и не двигаюсь». И ты сама на себя ее накинула. И сама держишь ее. И пока ты живешь, то любое новое дело у тебя вот буксует. Любая там близость, она теряет вкус. А любая твоя идея, она в воздухе висит. У тебя есть идеи, но они не выходят наружу. То есть ты ничего не делаешь. Ты не даешь себе права на какое-то действие. Даже на слово прямое не даешь связь. Ты тянешь вот эту паузу в ожидании эфемерного чего-то. Ну, твое чего-то это там, вот это вот как у всех, да? В понедельник начну, и сейчас не время, с 1 января, после дня рождения и так далее. И у тебя вот эта пауза, она уже съела полжизни. Вот это и жрет твою энергию. Тихо, без шума, ежедневно. И ты прекрасно это по вечерам чувствуешь. Когда вроде все сделала, да, ну, можно вот, как говорится, расслабиться и сесть. Но удовлетворения от этого вообще нету, ноль. Как будто, как будто вот, как сказать, вот как будто висит что-то недоделанное, но ты не знаешь что. Но это не усталость из-за дня прожитого, нет. Это цена твоего молчаливого вот этого терпения.
Ты научилась держать больше, чем надо, и перестала двигаться, когда надо. Это твой якорь. Тут мистики нет. Ты сама себе делаешь вот эту... Я бы не сказал, это порча, да, это какой-то сама... Блин, у меня этот, как сказать, только мат в голове самонаё. Да, понимаешь, да? Но это не самосглаз и не самопорча, это, я не знаю даже, как это назвать-то. Это самонегатив назовем. Откуда взялось? Ну, потому что тебя учили, как говорится, светить и не ныть. Радовать, тянуть, быть молодцом, быть умничкой. И за это тебя хвалили. За вот эту улыбку, за выдержку. Она такая терпеливая. Она не грузит никого там, как сказать, своими проблемами. И тогда же у тебя родилась вот эта идея про красивую картинку, про жизнь правильную, про то, что все должно быть ровно. И ты сама себе пообещала, что у тебя будет все светло, тепло, стабильно и не ной. И вот этот обещанный свет, он стал для тебя важнее живых чувств. Ты курс держишь на вот эту идеальную картинку любой ценой, даже когда цена слишком высока. А потом к тебе прилетели первые серьезные отношения. Там было много вот этих разговоров о будущем, о вашем пути, о планах, и ты в это вложилась. Это вот знаешь, как инвестор вот акции покупает, да, которые ему наобещали, что они будут расти. Вот и ты так же. Только ты не деньгами вложилась, а всем. Прям вот всем сердцем. И когда начались нормальные человеческие сложности, да, ты выбрала не говорить, а держать, чтобы картинку не сломать, чтобы вот этот огромный план большой не сорвать. И решила лучше потерпеть ради вот этого эфемерного света впереди. И вот эта схема у тебя в голове, она закрепилась. Светлая цель, хорошее лицо, молчание там, где больно, все это закрепилось. И вот этот ровный фон вместо живых разговоров, он и был вот этой вот, как сказать, ошибкой, ловушкой. В итоге у тебя в голове четкая установка. Надо вдохновлять и тянуть. Как этот. Много раз их привожу в этот бурлаки на Волге. Вот у тебя точно так же. И еще вот одна штука. Ты любишь, когда ясно. Когда вот все по полочкам, когда без сюрпризов. Поэтому ты доделываешь за других, ты все организуешь, ты берешься на себя, хвосты подчищаешь. Это тоже оттуда. От вот этого желания, чтобы было светло и понятно. Именно поэтому ты терпишь и не двигаешься. Ты веришь, что если выдержать, все выйдет в ровный плюс. Но так же не бывает. Жизнь живет от честности, а честность у тебя подменяется картинкой. Вот и получилось, ты научилась сиять. Но ты забыла, как говорить о том, что внутри у тебя. И вот это влияние оттуда. Из воспитанного света, я бы сказал. И из-за собственных обещаний про вот эту идеальную жизнь. Как это снять? Ну, тут не надо ритуалов, ничего не нужно. Тебе просто, знаешь, нужно вот короткие честные действия по отношению к себе честно. Понимаешь? Начинаешь там, как сказать, с 3 фраз, да, которые будут твоим фильтром в общении с другими. Например, там, мне так не подходит, да, давайте сделаем по-другому, я сейчас не потяну. А ты, наверное, этих слов-то не знаешь, я с тобой сейчас как на китайском разговариваю. Потому что ты таких слов никогда не применяла. И вот эти фразы, они
Ротом должны говориться, без объяснений, коротко и по делу. И любой твой подвисший вопрос закрываешь в течение 24 часов. То есть там вот это вот взялась, да, тут уж либо да, либо нет. Либо перенос на конкретный день и час. Никаких вот этих пауз без срока. Потому что, понимаешь, как я тебя вижу? Ты вроде все делаешь, да, вот обещала, сделала, но некоторые вещи, которые связаны вот именно с тобой, да, там свое дело, книжку прочитать, картину по номерам дорисовать, ты это откладываешь и якобы там забываешь и так далее и тому подобное, и там лежит. Но это не так выглядит, как я это вижу. Это вот представь, каждое твое отложенное дело, неважно какое, вот что ты отложила, да, до лучших времен, оно у тебя, вот представь, у тебя как будто от тебя идет такая невидимая нить к этой вещи. И вот куда бы ты ни пошла, вот эта нить, она растягивается за тобой вот как к хвостику, да, пришпандорено. И вот и у тебя вот много вот таких хвостиков, да, нитей энергетических назовем. И они тебя тянут, они тебе не дают нормально идти. Их много, и к тебе вот со всех сторон вот эти нити. Вроде идти вперед можешь, а нить-то все равно нет-нет, вот как сказать, на энергетическом уровне они тебя держат. Понимаешь? Вот эта картина по номерам, которую ты обещала себе там дорисовать, да, или еще что-то, то что-то отложила на завтра, послезавтра и так и забыла. Вот от этих вещей к тебе идут нити со всех сторон. Как еще убрать? Ну смотри, нужно вот каждую эту вещь, которая отложила ты, по одной штучке делать. Хочешь, не хочешь, но ставишь план. Сначала садишься, на листочек выписываешь, что ты себе обещала, но ты не сделала, и делаешь. Понимаешь? Тут по-другому никак. Тут даже мне тут не нужно что-то говорить. Это все без отката, потому что ты с плеча рубить не будешь. Не играешь в силу через войну, да? Ты себя за шкирку не берешь, чтобы картину нарисовать. Ты переводишь энергию из удержания в движение. Понимаешь? Все вот эти висяки режешь. Всегда говоришь прямо, быстро, и поэтому напряжение не копится. Говоришь «нет», когда надо, «да», когда хочешь. А не, как сказать, посмотрим, вот это вот, знаешь, да, посмотрим, может быть. То есть тут нет ни да, ни нет. И все, к тебе вот эта ниточка припиздякнулась. Новое слово в кураптоновском языке, просто я вас не полностью знакомлю со всеми словами, потихонечку вы их узнаете. Вот, и самое главное, я сейчас не могу. Я сейчас не потяну, понимаешь? И пока это не станет твоей нормой, то все. Понимаешь? Ты просто перестанешь держать то, что не твое, и начнешь жить на вот этих честных шагах по отношению к себе. Ты же сама себя на этот обманываешь, понимаешь? Поэтому прекрати ниточки потихонечку. Разорви выполнением вот этого, что ты навесила на себя. И никому больше не обещай, если ты на 100% не, как сказать, не уверена. Понимаешь?
большинство, тут даже нечего говорить, тут нет каких-то сглазов и порч от там соседок, от продавцов и так далее. Нет, ничего, просто ты сама себя ниточками привернула. Действуй. И подписывайся на канал, жмякай на колокольчик и помни, что я с тобой рядом.